В порту происходит нечто похожее на оптический обман, который сложно уложить в голове с первого взгляда. Контейнеровоз длиной в 400 метров и массой в сотни тысяч тонн медленно ползет к причалу. А рядом с этой стальной горой суетится крошечный кораблик размером не больше городского автобуса. Он упирается носом в черный борт и толкает, и махина послушно меняет курс. Со стороны это выглядит так, будто муравей двигает грузовик. Логика подсказывает, что это физически невозможно, что маленькое просто не может управлять огромным. И все же, каждый день в портах по всему миру эти малыши разворачивают, тормозят и швартуют самые большие суда, когда-либо построенные человеком. Секрет вовсе не в грубой силе, хотя мощности внутри этих крошек хватает с избытком. Дело в 3 хитростях физики, которые превращают невозможное в обычную рабочую смену. Одна из них позволяет обычному человеку голыми руками сдвинуть корабль весом в 1000 тонн. К концу этого видео вы будете смотреть на порт совсем другими глазами. А еще узнаете, как флот таких малышей вытаскивал судно, перекрывшее половину мировой торговли. Чтобы понять, насколько дерзкой выглядит работа буксира, нужно сначала прочувствовать размеры его подопечных. Крупнейшие контейнеровозы сегодня несут около 24 тысяч контейнеров и вытягиваются в длину почти на 400 метров. Это больше, чем 4 стандартных футбольных поля, поставленных друг за другом в одну линию. А в высоту такой борт с уложенными контейнерами сравним с 20-этажным жилым домом. Но контейнеровозы далеко не предел морского гигантизма. Супертанкеры класса ULCC при полной загрузке достигают водоизмещения в несколько сотен тысяч тонн. Осознать эту массу почти невозможно, поэтому переведем ее в понятные образы. Один такой гигант весит примерно столько же, сколько целый небоскреб. Только этот небоскреб лежит на боку и при этом плывет по воде. Когда он идет полным ходом, его энергия движения настолько велика, что путь до полной остановки может растянуться на несколько километров. Даже средний сухогруз — это десятки тысяч тонн стали, груза и топлива, движущиеся вперед по чистой инерции. Остановить или развернуть такую массу человеческими усилиями кажется полным абсурдом. У гигантских судов вообще нет привычных нам тормозов, а на малом ходу в тесной акватории порта они почти перестают слушаться собственного руля. Добавьте сюда ветер, который давит на высокий борт, как на огромный парус, и течение, сносящее корпус в сторону. В узком канале или у причала любая ошибка измеряется в миллионах и в человеческих жизнях. И вот к этой стальной горе спокойно подходит буксир длиной всего от 20 до 35 метров. На фоне борта он выглядит как шлюпка рядом с плавучим островом, крошечная и словно случайно оказавшаяся рядом. Разница в массе между ними может достигать 1000 раз, а иногда и больше. Здравый смысл упрямо кричит, что затея заведомо обречена на провал. Но именно здесь начинается самое интересное, потому что вся мощь буксира спрятана ровно там, где ее совершенно не видно с берега. Первый секрет прячется в самой природе воды, и именно он ломает нашу земную интуицию. На суше, чтобы сдвинуть тяжелый предмет, приходится преодолевать колоссальную силу трения о землю. Чем больше вес, тем сильнее объект вжимается в поверхность, и тем труднее его стронуть с места. Наш мозг с детства усвоил это правило и автоматически переносит его на корабли. Но на воде все устроено принципиально иначе. Огромное судно не давит на воду так, как ящик давит на пол. Его вес полностью удерживается выталкивающей силой, тем самым законом Архимеда из школьного учебника. Корабль как бы висит в жидкости в состоянии равновесия, и вся его чудовищная масса словно становится невесомой для того, кто толкает его в бок. Остается преодолеть только сопротивление воды движению корпуса, а на очень малой скорости оно поразительно мало. Отсюда рождается почти невероятный факт, который трудно принять на веру. У причала
Один человек, упираясь руками в корпус небольшого судна, действительно способен медленно сдвинуть его массу в несколько тонн. Секрет в том, что двигать нужно бесконечно медленно и терпеливо. Сила давит не против веса корабля, а лишь против вязкого сопротивления воды, которое при черепашьей скорости почти исчезает. Но здесь в игру вступает коварная инерция. И это обратная сторона медали. Стронуть гигантскую массу с места очень тяжело, ведь она сопротивляется любому изменению своего состояния. Зато, когда судно уже поползло, остановить его так же непросто, как и разогнать. Буксир работает именно в этом узком окне физики. Он не пытается победить вес корабля грубой силой, а мягко управляет его инерцией, легонько подталкивает тысячи тонн стали в нужную сторону. И этого оказывается достаточно. Итак, вода снимает с буксира проблему веса, но остается открытым вопрос мощности. И здесь у моряков есть особая мерка, которая важнее длины корпуса и числа палуб. Называется она тягой на гаке, а по-английски bollard pull. Это сила, с которой буксир способен тянуть натянутый трос, стоя фактически на месте у причального пала. Именно она, а вовсе не размер, показывает, на что машина реально способна в настоящей работе. Двигатели можно замерить в лошадиных силах, но морякам важен итог — сколько тонн буксир вытянет в реальном упоре. И вот тут кроется настоящий сюрприз для стороннего наблюдателя, который видит лишь маленький кораблик. Внутри крошечного на вид корпуса спрятаны двигатели чудовищной мощности, которым буквально тесно в таком маленьком теле. Современный портовый буксир выдает тягу порядка 60-80, а то и 100 тонн. Мощные океанские буксиры уходят далеко за эти цифры, показывая еще более впечатляющие показатели. Вся эта силища упакована в суденышко, которое рядом с контейнеровозом кажется едва заметной черной точкой у ватерлинии. Возникает логичный вопрос. Если внутри такая мощь, зачем вообще делать буксир таким маленьким? Почему бы не построить его крупнее, солиднее и внушительнее на вид? Ответ в том, что миниатюрность здесь — это не слабость, а совершенно осознанное инженерное преимущество. Компактный корпус разворачивается почти на месте и легко проскальзывает в самые тесные закутки гавани. Он подходит вплотную к нужной точке борта, работает в узких каналах и жмется к приходалу там, где крупное судно застряло бы намертво. Большому буксиру просто не хватило бы места для точного маневрирования. Получается, что размер и мощность в мире буксиров живут почти независимо друг от друга. Сила зависит от двигателя, от грибных винтов и от продуманной формы подводной части корпуса, а вовсе не от габаритов надстройки над водой. Инженеры сознательно втискивают максимум лошадиных сил в минимум занятого пространства. В результате рождается плавучий силач, который прячет мощь целого локомотива в теле размером с городской автобус. И все же даже этой концентрированной мощи было бы недостаточно без третьего секрета, который превращает силу в точное управление. Мы уже знаем, что вода убирает вес, а мощные двигатели дают тягу. Но остается главная загадка. Как один единственный буксир способен развернуть корабль длиной в 400 метров? Ответ прячется в древнейшем изобретении человечества — в рычаге. Еще Архимед обещал перевернуть Землю, будь у него точка опоры и достаточно длинный рычаг. Буксиры используют ровно тот же принцип, только вместо земного шара у них стальной гигант. Ключ к разгадке — так называемая точка вращения, по-английски pivot point. Любое судно на ходу поворачивается не вокруг своего центра и не вокруг кормы, а вокруг особой точки, ближе к носу. Ее положение смещается в зависимости от того, идет корабль вперед или назад. Эта точка работает как невидимая ось, вокруг которой вращается вся исполинская масса корпуса. И тот, кто понимает, где она находится, получает огромное преимущество в управлении. Теперь представьте гаечный ключ, которым откручивают тугую гайку. Чем длиннее рукоятка ключа, тем меньше усилий нужно приложить к ее концу. Буксир
Толкающий корпус у самого носа или у самой кормы оказывается на конце такого исполинского рычага. Расстояние от его упора до точки вращения превращается в длинное плечо силы, и скромные тонны его тяги умножаются в колоссальный крутящий момент, разворачивающий тысячи тонн стали. Отсюда следует важнейший вывод, который знает каждый капитан буксира. Правильно выбранная точка приложения силы значит гораздо больше, чем сама грубая сила. Толкать посередине корпуса почти бесполезно, ведь там плечо рычага коротко и момент ничтожен. А легкий нажим у самой оконечности заставляет громаду плавно поворачиваться, словно стрелку часов. Буксир не побеждает корабль мускулами. Он перехитряет его законами механики, которым уже больше 2000 лет. Понимать физику рычага — это половина дела. Но силу еще нужно мгновенно направить в нужную сторону. Здесь на сцену выходит настоящее чудо инженерной мысли, спрятанное под днищем буксира. Старые классические буксиры прошлого имели обычный гребной винт и руль, как у любого другого судна. Чтобы дать тягу в сторону, им приходилось разворачиваться всем корпусом, теряя драгоценные секунды. В тесной гавани, рядом с движущимся гигантом, такая неповоротливость могла обернуться бедой. Революцию совершили азимутальные движители, которые на буксирах называют винторулевыми колонками. Представьте гребной винт, помещенный в поворотную колонку, способную крутиться на все 360 градусов. Такому буксиру больше не нужно разворачиваться самому, чтобы толкать в любом направлении. Он просто поворачивает свои колонки и мгновенно посылает тягу вперед, назад или вбок. Суда с такой схемой называют ASD-буксирами, и сегодня они правят балом в портах по всему миру. Есть и вторая, еще более удивительная конструкция — движитель Фойта-Шнайдера. Под днищем такого буксира торчат вертикальные лопасти, вращающиеся по кругу, будто венчик миксера в стакане. Меняя наклон каждой лопасти в процессе вращения, механизм направляет тягу точно туда, куда нужно рулевому. Эти тракторные буксиры реагируют почти мгновенно и славятся невероятной точностью управления. Именно их часто ставят на самые ответственные операции, где цена ошибки особенно высока. Благодаря таким движителям современный буксир не плавает вокруг судна, а буквально танцует. Он скользит боком, замирает на месте, разворачивается вокруг своей оси и меняет направление тяги за доли секунды. Со стороны кажется, будто им управляет не человек, а невидимая ловкая рука. Эта свобода движения превращает грубую мощь двигателей в тонкое, почти ювелирное искусство. И все же есть прием, который выглядит еще более контринтуитивно. Ведь в нем буксир заставляет работать саму воду. До сих пор мы говорили о работе в порту на малых скоростях. Но есть ситуации еще опаснее, когда огромный танкер с нефтью идет по узкому фарватеру на приличной скорости. Любой отказ руля грозит катастрофой. Остановить его двигателями почти невозможно, а до берега или мели остаются считанные минуты. Именно для таких случаев существует эскортная проводка, и в ней буксиры показывают свой самый впечатляющий трюк. Здесь они добывают силу буквально из ничего. Секрет в том, что на ходу эскортный буксир перестает полагаться только на собственные двигатели. Он заходит за корму сопровождаемого судна и разворачивает свой корпус под определенным углом к набегающему потоку воды. Корабль движется быстро и тащит буксир за трос через толщу воды с той же скоростью. И тогда сам подводный корпус буксира вместе с его килем превращается в огромное подводное крыло. Вода, обтекающая его, рождает мощную боковую силу, точно как крыло самолета рождает подъемную. Самое поразительное в цифрах, которые за этим стоят. Тормозящая или рулящая сила при такой непрямой проводке может в несколько раз превышать собственную тягу буксира на гаке. Иными словами, машина мощностью в несколько десятков тонн выдает усилия в сотни тонн и даже больше. Эту дополнительную энергию буксир не вырабатывает сам, а как бы одалживает у движущегося корабля. Чем быстрее идет судно,
тем сильнее поток, и тем большую силу способен создать грамотно поставленный корпус. В итоге получается почти парадоксальная картина, которая ломает привычную логику. Буксир использует собственную инерцию гиганта против него же самого, мягко подправляя его курс. Он работает как исполинский подводный руль, вынесенный далеко за корму судна на длинном тросе. Одним точным разворотом корпуса экипаж заставляет тысячи тонн воды делать работу за двигатели. Это высший пилотаж, где побеждает не мощность моторов, а глубокое понимание гидродинамики и холодный расчет. Вся физика, о которой мы говорили, оживает только в руках людей, и это стоит подчеркнуть особо. Швартовка гигантского судна — это не работа одиночки, а сложнейшая командная операция. У большого борта обычно трудится сразу несколько буксиров, и каждый отвечает за свой участок. Один опирается в нос, другой сдерживает корму, третий страхует движение вбок у самого причала. Действовать они должны слаженно, будто танцоры в тщательно отрепетированном номере на воде. В центре этого действа стоит фигура лоцмана, поднявшегося на борт огромного корабля. Именно он, местный знаток каждой мели и течения в гавани, руководит всей операцией. По радио лоцман отдает короткие команды капитанам буксиров, распределяя усилия между ними. Толкнуть здесь, потянуть там, сбросить тягу, добавить еще немного — и все это в реальном времени. Единый неверный приказ или секундное промедление способны обернуться дорогостоящим ударом о причал. Отдельного восхищения заслуживает мастерство самих капитанов буксиров, невидимое стороннему зрителю. Они работают в считанных метрах от стальной стены, которая в 1000 раз тяжелее их суденышка. Им нужно чувствовать инерцию гиганта, предугадывать его движение и держать трос в идеальном натяжении. Слишком слабо, и рывок порвет стальной канат. Слишком сильно, и буксир может опасно накрениться. Годы опыта учат их читать воду и корабль так, как другие читают книгу. За каждой спокойной швартовкой стоит этот выверенный до мелочей человеческий труд, которого мы не замечаем. Экипажи буксиров выходят в любую погоду — в дождь, в туман, в пронизывающий ветер и ночную темноту. Их слаженность выглядит настолько естественной, что кажется, будто гигант причаливает сам собой. На деле же это результат подготовки, дисциплины и невероятного профессионализма десятков людей. Вся эта физика перестает быть теорией, когда речь заходит о настоящих спасательных операциях. Самый громкий пример знает весь мир — история контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. В марте 2021 года этот исполин длиной 400 метров сел на мель во время сильного ветра. Он развернулся поперек и намертво перекрыл одну из главных торговых артерий планеты. Через этот канал проходит больше 10% части всей мировой торговли, и он попросту замер. За гиганта взялась целая армада машин, ведь один буксир тут был бессилен. В спасении участвовали около 14 буксиров, включая мощные океанские суда, тянувшие корпус в 3 стороны. Одновременно земснаряды вычерпывали из-под носа корабля гигантские объемы песка и глины. Освобождение растянулось почти на неделю и потребовало помощи самой природы. Решающую роль сыграл высокий прилив, который приподнял корпус, а буксиры в этот миг совершили финальный рывок. Но буксиры не только спасают, они еще и переносят через целые океаны немыслимые грузы. Специальные океанские буксиры тянут за собой на длинных тросах огромные нефтяные платформы и плавучие доки. Такие караваны идут через штормовые моря неделями, преодолевая тысячи морских миль. Крошечная на фоне платформы точка упрямо тащит за собой сооружение размером с целый завод. Это отдельная, невероятно рискованная профессия, где на кону стоят баснословные ценности. А еще именно буксиры каждый день швартуют в тесных гаванях самые большие суда, когда-либо построенные людьми. Круизные лайнеры высотой с многоэтажный дом, супертанкеры, газовозы со сжиженным газом — все они доверяют себя малышам. Без этих незаметных тружеников современная морская торговля просто остановилась бы в один день.
Каждый товар, доплывший до нас через океан, в конце пути прошел через руки буксирных команд. И в этом, пожалуй, главный парадокс всей нашей истории. Так разгадывается парадокс, с которого мы начали наш путь в самом первом кадре. Маленький вовсе не значит слабый, и буксиры доказывают это каждый день. За их работой стоят умная инженерия, древние законы физики и настоящее человеческое мастерство. Вода снимает вес, мощные двигатели дают тягу, рычаг умножает силу, а гидродинамика творит настоящие чудеса. И над всем этим люди, которые годами учатся управлять инерцией стальных гигантов. В следующий раз, увидев в порту крошечный кораблик рядом с плавучей громадой, вы уже не удивитесь. Вы будете знать, сколько скрытой мощи и точного расчета прячется в этом маленьком корпусе. И задумайтесь, как много невидимой экспертизы стоит за каждым товаром, приплывшим к нам по морю. Если это видео открыло вам мир с новой стороны, обязательно напишите об этом в комментариях. Расскажите, какую тему нам разобрать в следующий раз. Нам очень интересно ваше мнение. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями и родными и, конечно, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые истории. До встречи на новых скрытых горизонтах.